Всем привет, с вами канал Mobily S, и сегодня я представляю обзор компьютерной игровой мыши. Модель марка Hydra, модель JA-GH27. Вот такая мышка. Вот так выглядит коробка у этой мышки. И причем она имеет вот такую дверцу, причем она намагничена. Это, возможно, сделали специально, чтобы можно было положить ее на витрину, чтобы она красиво смотрелась, и чтобы люди могли ее типа пощупать. Так вот можно ее потрогать. Вот, кстати говоря, чек. Дешевая игровая мышь за 1000 рублей. Это нам не интересно. Нам интересна сама мышка. Открываем. Отклеиваем здесь. Открываем. Топовая распаковка от канала Mobily S. Это все не нужно. Это тоже. Вот сама мышь. Сергей Шнуров у нас имеет специальную оплетку, и есть у него штекер USB, который покрыт типа золотом. Но это не точно. Кстати говоря, эта компания основана относительно недавно, в 2007 году. Несмотря на то, что эта мышь бюджетного сегмента, сделана она качественно. А точнее говоря, сделана она из обычного пластика, который вполне приятен на ощупь. Технические характеристики. Название сенсора AVAGO 5050, длина кабеля 165 см, диапазон регулировки чувствительности сенсора от 250 до 2750, подсветка RGB, то есть все цвета радуги, тип сенсора оптический. Количество кнопок 7, включая скролл. Мышь на руке сидит удобно. Она имеет подсветку. Вот здесь можно ее регулировать с помощью этой клавиши. А с помощью клавиши DPI можно регулировать чувствительность этой мышки. На левой части здесь расположены макросы. То есть этими клавишами можно управлять страницей в браузере, например. Хотите вы вернуться на страницу назад, нажимаете там сюда, на этот макрос. Хотите переключиться вперед, нажимаете передний макрос. Это в принципе удобно, и к этому можно привыкнуть. Здесь 4 ножки, они сделаны не из резины, а из такого пластика, который легко скользит. Такой рисунок здесь. Здесь сенсор, который может регулировать чувствительность нашей мышки, модель и марка. Вот, в принципе, мышь удобная, пальцы лежат на этой мышке просто отлично. Вот так она звучит. И, кстати говоря, на шнурове, то есть на шнуре, имеется вот такой вот фильтр. Насколько я знаю, он называется фиоритовый фильтр, насколько я знаю, но я могу ошибаться. Такая вот липучка. Вот такая вот липучка есть. Прям как у дорогих мышек. Ну и само собой кабель в оплетке, как я уже говорил. Установив специальный драйвер для этой мышки, можно менять цвет подсветки и чувствительность сенсора. Есть много профилей, чтобы сохранить свои настройки. Ссылка на этот драйвер будет в описании под этим роликом. Минусы этой мышки. Первый минус – довольно громкие нажатия двух основных кнопок. То есть вот эти вот кнопки, левая кнопка мыши и правая. Чтобы вы это послушали, я специально прислоню мышку к своему микрофону. Так, тихо-тихо. Блин.
Вот как это звучит. Левая кнопка мыши и правая. В реальности они реально громко звучат. И это бывает не очень удобно. Особенно если играть, например, ночью. Можно разбудить своих домочадцев. Второй минус — это пятна на матовом покрытии. Вот здесь имеется матовое покрытие. Вот, например, если вы вот прям тащите в своей КС-ке, там тащите какой-то эпичный бой, то у вас по-любому, возможно, рука потеет. Там у всех по-разному, но, скажем, у вас рука потеет, и вот здесь могут оставаться какие-то пятна от вашего пота, но их можно, в принципе, легко стереть какой-нибудь специальной обычной тряпочкой, можно сухой, или можно, в принципе, влажной. Или после влажной вытереть сухой тряпкой. И третий минус, возможно, матовый пластик может царапаться. Может быть от ногтей, но я точно не знаю. Я не проверял, но вот это покрытие, возможно, оно будет царапаться. Но от ногтей вроде как не царапается. По крайней мере, так не должно быть в нормальных мышках. Теперь плюсы. Первый плюс — это ее цена. 1000 рублей — это не так уж и дорого. Накопить, в принципе, относительно легко. Там со своих студенческих обедов можно накопить. И, в принципе, это адекватная цена. Мышка стоит своих денег. Это хорошая мышь. Второй плюс — это удобство использования. Она удобно сидит в руке. Удобно сидит. Рука ложится прям как на родную мышку. И третий плюс — это наличие RGB подсветки и ее регулировки через программное обеспечение. Но также можно регулировать сами режимы через вот эту кнопочку. И DPI тоже можно регулировать. И четвертый плюс — регулировка чувствительности сенсора, то есть DPI. Вот я вам уже говорил, DPI, нажимаем вот эту кнопку, и у нас разные уровни чувствительности. Следующий плюс — это у нас по счету пятый, это кабель в оплетке, это уж само собой. Вывод. Игровая программируемая мышь Hydra JA-GH27 хороший вариант за свои деньги. Эта мышка, несмотря на то, что бюджетного сегмента, но она сделана довольно качественно. И, кстати говоря, здесь вот можно увидеть плату. Вот здесь она видна. Вот. Это не критично, но когда подсветка работает, это бросается в глаза. В целом это хорошая мышь, и я ее все-таки рекомендую вам покупать, если у вас, конечно же, нет денег, как всегда. Если есть много денег, то можно купить какую-нибудь Footage Bloody, например. Эта мышка будет получше, эта мышка будет покруче. Ну и все в этом духе. С вами был канал Mobily S. Я вас поздравляю с наступающим Новым годом и желаю вам, чтобы вы провели этот Новый год не у себя дома, например. В общем, всем удачи, всем до свидания и всем пока.